мама пришла. Хочешь дружбу? Расскажу тебе сказку. Давай не будем слушать. Ну послушай. Послушай. Послушай, пожалуйста. У нас вот... Да. Почему? Мы познакомились с Юлей, когда у нее еще не было детей. Она о них только мечтала. Знаете, есть такие женщины, которые как-то особенно остро ощущают потребность в материнстве и сознательно идут к этому. Путь этот редко бывает простым, ведь труднее всего дается то, о чем сильнее всего мечтаешь. А Юля мечтала. Сильно. Сначала родилась Соня. По Юлиным словам, красивая как папа и умная как мама. А на языке медицины – недоношенная, 7-месячная, с недоразвитыми легкими и нервной системой. Жизнь Сони несколько недель висела на волоске. Юля не любит жаловаться, поэтому мы никогда не узнаем, как трудно ей было. А через 3,5 года родился Петя. Петя родился 7 января 2009 года, под утро, около 5 утра. Родился очень быстро, для всех неожиданно, на 2 месяца раньше срока. Родился Петя, и я понимаю, то, что было с Соней, это была такая легкая тренировка, разминка перед настоящей жизнью. Из роддома их перевели в детскую областную. Искусственная вентиляция легких, пневмония, обследование, лекарства и надежда на то, что все будет хорошо. Угрозу ретинопатиям ставили с самого начала, но из больницы через 1,5 месяца выписывали в полной уверенности, что со зрением все более или менее благополучно, и надо просто наблюдаться у врача. Полное отслоение сетчатки обнаружилось при плановом обследовании через месяц. Юлю и Петю срочно отправили в Питер на операцию. Я ехала в Питер в полной уверенности, что нас сейчас вылечат. Мы приехали в Питер, показались врачу. Врач посмотрел, почитал выписки и сказал: вам бы месяц назад надо было приезжать, как раз когда нас выписывали из больницы. То есть сейчас уже сложно что-то сделать, то есть все процессы уже произошли. И все, а дальше завертелось. Нам сделали одну операцию на один глаз, потом началось внутриглазное давление. Слышит ли он? Этот вопрос с самого начала задавался, на самом деле. То есть он никогда не вздрагивал от шума, от сильного. Но большинство людей, с кем мы общались, относили это на незрелость головного мозга. Петя не единственный такой ребенок в Нижнем Новгороде, но сколько их точно никто не знает. Может быть 5, может 6, а может больше. Но все равно очень мало для того, чтобы ими кто-то занимался всерьез. Нет ни специалистов, ни детского сада, ни интерната, ни реабилитационного центра. В общем, ничего нет. Есть отдельный интернат для слабослышащих и отдельно интернат для слабовидящих. И ни там нет возможности сделать группу для таких детей, как Петя. Для Пети и таких, как он, в России есть только одно место, где возможна адаптация и социализация – интернат в Сергиевом Посаде. Про Сергиев Посад я знала давным-давно, на самом деле, но для меня это казалось какой-то другой планетой. Мне даже в голову не могло прийти, что каким-то образом это будет иметь к нам отношение. Самые опытные, самые лучшие специалисты по работе со слепыми, глухими и слепоглухими детьми. Есть очередь, и у меня начало зреть ощущение, что как-то странно помещать в интернат ребенка, у которого есть семья. Я могу Пете дать какие-то возможности для развития, а родился ребенок, от которого родители отказались. Таких случаев достаточно много. С такими же проблемами. А места нет в интернате. И мне на самом деле непонятно, как ему будет лучше. И у него есть явно выраженный характер, который вот в рамках системы, я не знаю, как он себя поведет, я очень боюсь отката в развитии назад. Кто-то, конечно, на этом месте, может быть, посмеется и скажет: да ладно, чего вам бояться, все равно тут было бы чего, но, тем не менее, все накопленное непосильным трудом терять не хотелось бы. Одно время она серьезно думала о том, чтобы отвезти Петю в Сергиев Посад. Но длилось это время очень недолго. Таких, как Юля, называют контрол-фриками. Хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, сделай это сам. Вот их девиз.
И Юля начала серьезнейшим образом изучать проблему. Кажется, она читает все, что публикуется по этой теме не только у нас, но и в мире. Выяснилось, что ситуация во всех странах, даже очень развитых, примерно одинаковая. Специалисты, которые могут помочь таким детям в социализации и приобретении элементарных навыков, необходимых для самостоятельной жизни, штучный товар. И на всех их не хватает. Государство, конечно, старается как-то помочь, но государственная машина помогает не отдельным людям, а группам граждан. А таких, как Петя, очень мало. И если выбирать, какой группе помочь в первую очередь, то, вы понимаете. Сначала она пыталась найти решение в медицине. За первый год жизни Петя перенес 4 операции. Юля надеялась, что зрение можно будет восстановить хотя бы частично. Потом стало понятно, что единственный возможный путь – принять тот факт, что твой ребенок не такой, как все, и научить его всему, чему может научиться именно он. Я понимала, что выздоровления не будет, но необходимо понять потенциал и приложить все усилия для того, чтобы его использовать. А для этого нужно понять, что делать. Как на работе? Определяем цель, собираем информацию, анализируем ее и составляем план действий. Все, а потом ищем лучших специалистов. Самые первые шаги по адаптации Пети Юле помогла сделать психолог-дефектолог Анна Митрофанова. Она единственная в городе, кто берется заниматься с такими сложными детьми в раннем возрасте. Все остальные советуют мамочкам подождать, когда ребенок подрастет лет до 5, научится говорить, будет в состоянии сидеть за столом и заниматься. Анна Евгеньевна познакомилась с Петей, когда ему не было и 3 лет. Петя очень интересный ребенок сам по себе, тем, что он в силу своих особенностей мог бы вообще сидеть в манеже до сих пор, да, и ничего не делать. Но он развивается очень активно, он обследует мир, да, он устанавливает контакт, он четко знает, кто к нему приходит и зачем, демонстрирует свое отношение. Он сначала меня не замечал, соответственно, работа началась с того, что я приучала его к себе, потому что я пришла и что-то ему даю в руки. Потом он понял, что это я именно даю, то есть он стал трогать мои руки и понял, что игрушки появляются откуда-то. Потом он сел за стол, стал заниматься за столом, выполнять задания определенные. То есть наша работа, она во многом подготовительная, в таком глобальном смысле, к жизни. В ходе неврологического обследования было выявлено, что мозг откликается на новую информацию. То есть Петя не умственно отсталый, если уж так выбрать. Вот. То есть мозг работает. Он способен логически мыслить. То есть в игрушках, в каких-то определенных событиях. То есть он понимает, что я пришла, и я ушла. Если я там села пить чай, он уже может мимо пройти, уже не будет меня тянуть играть. Но он не позволяет мне его одеть или еще что-то. Потому что я не для этого. То есть он четко знает, кто для чего. Но я думаю, что Пете хорошо в том плане, что мир для него сейчас безопасный. Он понимает, где и что находится. Он понимает, что есть дом и есть улица. Что есть мама, есть няня, есть педагоги. То есть есть сестра, бабушка. Он со всеми себя ведет по-разному. Конечно, сложно представить, как он воспринимает именно мир. Но вот по своему опыту, мы, когда учились, нам завязывали глаза, и мы в течение целой пары сидели без зрения, полностью черными платками все завязывали. Ощущение очень интересное, конечно. Сразу обостряется тактильная чувствительность. Чувствуешь вот каждую там поверхность парты, ручки, тетради. Это очень интересно. То есть если при этом мозг сохранный, то идет логическое мышление. Можно сказать, что Пете жить интересно. Хорошо. Еще. Верхушку. А теперь давайте на минуточку представим, что Юля опустила руки, и Петя – один из тех детей, с которыми никто не занимается, потому что он же все равно не видит и не слышит. И какой во всем этом смысл? Это дети, которые боятся всего, которые в основном кричат, и у них у многих аутикоподобное поведение. То есть они сидят, качаются, себя успокаивают, постоянно в тревоге. Если они не развивают свое мышление и внимание, они борются с тревогой всю жизнь. И с Петей, возможно, было бы то же самое, то есть он просто боялся бы выйти за пределы комнаты, не мог бы гулять, не мог бы мыться, стричься, носить одежду какую-то там, из разных сезонов, например. Поэтому я думаю, что мама Пети сделала все, чтобы он развивался активно. Куда? Молодец. Угу. Молодец. Угу. Молодец. Молодец.
Напрыгивай! Ты хулиган! Ты хулиган! Ай-яй! 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 Ай! Все. Сорока, сорока, где была? Далеко. Кашку варила, на стол становила, на крыльцо скакала, гостей поджидала. Надо коника ковать, чтоб далеко ночевать. Катка тышок, Ваня женишок, Петя женишок, ай мать теста, Машенька невеста. Тра-та-та, тра-та-та, вышла кошка за кота, кот ходит по лавочке, водит кошку за лапочки, топы-топы по лавочке, цапы-цапы за лапочки. У Пети было много нянь. И не потому, что ребенок сложный. Юле не нужна была просто няня. Ей нужен был человек, который не будет жалеть Петю и все за него делать, а станет общаться с ним, как с обыкновенным ребенком с особенностями развития. Так появилась Илона. Я застала еще те времена, когда он очень сильно реагировал на погоду, когда он бился головой об пол, об стены во время приступов, по голове себя бил, по вискам. То есть вот это все. Как-то я его стала воспринимать сразу как вот нормального ребенка, только как будто по возрасту вот в 2 раза меньше. Вот оказалось, что так и правильно я его воспринимала. Оказалось, что в Сергиевом Посаде, так сказать, надо делить возраст пополам. Как будто вот не 6 лет сейчас ему, а там 3 года. Надо как нормальный ребенок, так 3-летний хулиган. Когда надо, крикнул, когда надо, погладил, пожалел, поцеловал. Я говорила, моя мечта поставить тарелку, чтобы ребенок сам сидел и ел. Она говорит, ну это несбыточная мечта, что ты хочешь прям ничего не делать. Сейчас очередная мечта научить его жевать. Вот это тоже пытаемся, но пока тяжело это дается. Так, кушать, собирать игрушки. Ну, чтобы полностью сам верхнюю одежду снимал, на крючок вешал. Это вот мы учим все еще. Еще один важный человек в жизни Пети – дефектолог Аня, или Аня Эдуардовна, как называют ее друзья. Я с Петей занимаюсь развитием слухового восприятия, то есть учу ориентироваться на звук, на речевой или на неречевой. Первое знакомство у нас было с ним здесь, в этой комнате. Он меня потрогал, понюхал, попинал, спиной потерся, то есть все, что он мог, он исследовал. На следующем занятии я Петю знакомила уже с дудкой, ему было очень интересно, он прям смеялся. Что было? Что было? Бубен! Па! 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 Па-па-па-па-па! Молодец! Молодец! Давай еще. Я не знаю, что самое большее для Пети, но я очень хочу научить его читать, чтобы показать этому табличку вот Брайля, и там, чтобы он прочел Петя, чтобы он приложил его к себе, чтобы он знал, что у него там есть имя, чтобы знал, что у каждого предмета есть имя, и что, допустим, к маме, к сестре можно как-то обращаться. Я хочу научить его общаться. Лицом к лицу лица не увидать, и в каждодневной рутине все их победы кажутся такими маленькими. Но если чуть-чуть отойти, то становится видно, какой огромный путь пройден и как вырос Петя. Было очень тяжело, на самом деле, 2 года, наверное, назад, да еще, наверное, в прошлом году. Такой психологический зажим всегда, вот прям вот комок, когда надо куда-то ехать, и знаешь, что всю дорогу он машину очень боялся очень долго. И орал, и кусался, и очень сильно вертелся в машине. То есть мы с ним ездили в Москву на осмотр 3 года назад. Я приехала, у меня вот так вот руки были искусаны, пока мы 2 часа ехали с ним в такси. Она мечтала с ним поговорить, и сейчас она очень надеется, что вот сейчас он будет слышать, и он будет разговаривать, и вот тогда у нас начнется новая удивительная жизнь. У меня вообще есть ощущение, что это там, какие-то доверенные мне люди, которых я должна сопровождать до какого-то момента.
Вот, собственно, и все. И главное не испортить.